Добрый день. Нищенствующие ордена проповедовали простоту и бедность. Но как это сочеталось с их служением роскошной иерархии папской церкви? Об этом в сегодняшнем видео. В XI-XII веках в Западной Европе начался процесс возрождения городской жизни, который сопровождался и взаимно переплетался с процессом христианского духовного обновления. На фоне растущей торговли, ремесел и социальной подвижности горожане все чаще искали более личную живую веру, ориентированную не на богатство и внешние обряды, а на внутреннюю искренность, умеренность и даже добровольную бедность. В этом контексте усилилась критика коррупции и обогащения духовенства. Как следствие стали возникать разнообразные христианские движения, как в форме ересей, выступавших против официальной церкви, так и в виде нищенствующих орденов, стремившихся к духовному обновлению изнутри. Они взяли за основу слова Иисуса: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Матфея 10, 9, 10. Арнольд из Брешии проповедовал, что монахи и клирики, владеющие собственностью, не могут быть спасены. Бедность и простота жизни, как в апостольские времена, стала идеалом для новых христианских движений. Вальденцев, к примеру, называли лионскими бедняками. Важно понимать, что согласно Библии спасение не достигается через подражание бедности или следование каким-либо идеалам. Оно является даром Божьим через веру и прощение грехов в Иисусе Христе. В этих условиях начали возникать новое монашеское сообщество, которые ставили бедность за основу и получили название нищенствующие. Как пишет очевидец, только в Англии пришло из континента полдюжины нищенских орденов. В отличие от народных движений, в которых сильны были антицерковные настроения, в проповеди Франциса Ассизского речь с самого начала шла о добровольной бедности. Сомнительно, что он изначально стремился создавать отдельный орден, скорее начать движение по преобразованию всего христианского мира своим обществом, как закваской, возродив апостольскую практику. Они стали одеваться в мешковину, суровую и небеленную, их стали называть серыми монахами. Местные священники и епископы начали нападки на нищенствующие ордена, опасаясь, что они будут конкурировать с их приходами за доходы. Поэтому церковные власти сначала пытались ограничить влияние нищенствующих орденов, и это привело к ряду запретов. Только несколько орденов, включая францисканцев и доминиканцев, получили официальное признание и были сохранены. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Франциска всегда беспокоило, что его монахи станут богатыми и будут вести спокойную жизнь. Поэтому он предписывал нищенское существование не только отдельным монахам, но и ордену в целом. Это повеление он подтвердил в завещании и запретил своим последователям вносить какие-либо изменения в составленный им устав. В 1230 году папа Григорий IX заявил, что завещание Франциска не связывает орден и что он может обратиться в Рим для пересмотра пункта, касающегося нищеты. В 1245 году орден начал владеть собственностью, хотя формально она принадлежала римской курии. Из-за этого радикальные францисканцы стали все больше отвращаться от церковной иерархии. Все происходившее они считали предательством святого Франциска. Вскоре начали говорить об исполнении пророчеств Иоахима Флорского, цистерцианца, жившего до Франциска. Он говорил о наступлении в 1260 году новой духовной эпохи, в которой отпадет необходимость церковной иерархии. Когда дата стала приближаться, ожидали наступления конфликта, который будет последней схваткой, и их усилия получат достойную оценку. Одним из их сторонников стал генерал ордена Иоанн Пармский, и какое-то время казалось, что францисканцы пойдут по пути вальденцев и порвут связи с иерархией, но следующий генерал святой Бонавентура сумел соединить глубокую духовность с повиновением духовной власти, и радикальные францисканцы утратили авторитет. Те же идеи в XIV веке проповедовало нищенское движение Фратичелли, в переводе с итальянского «малые братья», которые подвергались безжалостным преследованиям и в конце концов были искоренены. Это название также закрепилось за частью францисканцев, которые буквально следовали заветам святого Франциска и, как вальденцы, порвались с церковью. В 1322 году папа Иоанн XXII отверг учение о безусловной бедности Христа, что позволило францисканцам официально владеть имуществом. Это был переломный момент в окончательном отказе от принципа бедности. Генеральный министр ордена Микеле да Чезена, ставший ключевой фигурой в конфликте между радикальными францисканцами и папством по поводу апостольской бедности, был снят и отлучен от церкви. Он бежал под защиту императора Людовика Баварского в Мюнхен, который находился в конфликте с папством. Соратник Микеле, францисканец Уильям Акам, писал противопапские трактаты и также бежал в империю. Он оправдывал имперскую власть как средство очищения церкви от папской ереси и богатства. Кроме вмешательства папства, важной причиной отказа от принципа бедности стала его практическая сложность. Строгий отказ от имущества вызывал постоянные споры и раздоры внутри самого ордена. Придерживаться изначального идеала удавалось лишь временно благодаря новым движениям и реформам, каждая из которых со временем уступала давлению обстоятельств. Наиболее успешной попыткой сохранить дух святого Франциска
стало движение капуцинов, одного из ответвлений францисканского ордена, но даже им в итоге пришлось смягчить требования к бедности. Францисканцы и доминиканцы были первыми монашескими организациями, которые принесли клятву верности непосредственно папе. Они помогли папе установить свою власть над епископами, потому что они были тесно связаны с местными церковными и светскими властями. Они были ведущими орудиями инквизиции. Претензии нищенствующих монахов вскоре стали невыносимыми для церкви в целом. Они вторгались в каждый приход и навлекали на себя ожесточенную враждебность светского духовенства, чьи права они узурпировали. Великие привилегии, данные обоим орденам со стороны папы, послужили средством для их быстрого вырождения. В Англии эти нищенствующие монахи владели такими жилищами, которые были так же великолепны, как дворцы королей. У доминиканцев нищенство было подчинено основной цели ордена – проповеди католического учения. Их бедность и смирение являлось главными условиями успешной проповеди, с помощью которой они хотели вернуть церковь еретиков. В XIII веке нищенствующие ордена действительно помогали бедным, особенно немощным, но в XIV веке, особенно на фоне Черной смерти, их поддержка стала прикрытием для безделья трудоспособных людей, что затрудняло восстановление городов и экономики. Против них выступали епископы, светское духовенство жаловалось на них, университеты высмеивали и осуждали их. Но несмотря на это, именно в самом развращенном нищенском ордене доминиканцев к концу XV века неожиданно появился один из величайших предшественников реформации – Джероламо Савонарола. В своих апокалиптических проповедях о грядущем суде Божьем он особенно резко обличал роскошь, разврат и злоупотребление церкви. Символом его движения стали знаменитые костры тщеславия, на которых сжигали предметы роскоши. Кроме того, к числу нищенствующих орденов относился и Августинский, членом которого был монах Мартин Лютер, инициатор реформации. Его выступление началось как протест против торговли индульгенциями, которую вел доминиканец Иоанн Тецель от имени папской власти для сбора средств на строительство роскошного собора Святого Петра в Риме. В дальнейшем, в эпоху контрреформации, францисканцы и доминиканцы уже не выступали с критикой церкви, а напротив, стали ее основными защитниками, особенно в борьбе с протестантизмом. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и предлагайте идеи для улучшения контента.